Всем привет! В этом видео я буду изготавливать дровницу для каминного набора. Использовать я буду полосу 20×4, 4 заготовки по 700 мм и 3 заготовочки по 420 мм. Также для завитков я буду использовать вот такой шаблон-кондуктор. И для нанесения канавок на полосу вот такой станочек. Такой станок я уже показывал. Есть видео, как он изготавливается. Можете также себе сделать. В конце видео будет ссылочка на него. Перейдете, посмотрите, как его можно собрать. Значит, заворачиваем края. На кондукторе ставим метку для того, чтобы все завитки были равные. Вот так, с одной стороны и с другой. Далее в центре ставим метки для того, чтобы мы могли нанести канавки. Вот так. И на равноудаленном расстоянии еще парочку. Вот так. Можно зубилом наметить, даже так лучше будет, или болгаркой прочертить линию. Далее готовим углубление. После того, как сформировали углубление, желательно сразу же очистить от шлака окалиной, чтобы потом не мучиться. Второй момент. Участки загиба надо прогревать очень хорошо, равномерно, чтобы при формировании не оказался один из участков холодный. Он потом подтянет больше со стороны горячего, хорошо разогретого металла. И тогда возможно несовпадение канавок. Далее мне надо будет сформировать дугу. Ее я буду формировать на отрезке трубы диаметром 220 мм. Вы можете использовать любую другую трубу. Где-то немножко подогнете, где-то меньше подогнете. Ну, у меня вот такая. Далее я приварил вот такой ограничитель. Канавочку в центре вставляем и начинаем гибку. Вот этот упорчик, он обязателен, потому как, когда вы начнете гибку, ее просто в центре согнет. А так оно не даст этому случиться. И дальше уже спокойно обводите. Первую дугу изготавливаете как шаблон. Затем все остальные уже будут идти по ней. Будете уже рихтовать, равнять, где-то, может, перегнете. Ничего страшного. Далее гибку я произвожу на холодную. Так как на горячую, конечно, проще, но на холодную температура заготовки равномерно распределена. А на горячую, ну, может, не получится всю сразу разогреть, и у вас будет она перекошенная. Вот так. Если где-то что-то не совпадет, всегда можно выровнять на вилочке, поправить и сделать как надо. Следующее. Выставляем две крайних полосочки, соединяем их в центре. Остальные уже распределим после сборки. Дальше уже распределяем остальные полосы на равноудаленном расстоянии друг от друга. Вот так.
Итак, центрально установили. Теперь боковые. Одну и вторую. Далее, для того, чтобы корзина была устойчивая, я буду использовать шарики диаметром 25 мм. Так аккуратненько их привариваем. Затем можем дополнительно сделать декоративные заклепки. 450 на 420. Высота 170. Хуже точно не будет, а смотреться будет довольно-таки интересно. В прошлом видео был показан станок для изготовления декоративных заклепок. В конце видео будет ссылочка, вы сможете перейти и посмотреть, как сделать декоративные заклепки вручную, а также как сделать станок для декоративных заклепок. Установим их в это место, и я думаю, что будет очень-очень-очень даже хорошо. Хуже точно не будет. Добавлю еще по поводу заклепок. В комментарии писали, что можно использовать для изготовления декоративных заклепок и покупные шайбы. Я сделал наглядный пример. При формировании полусферы шайбу выворачивает и диаметр отверстия увеличивается. Изготавливать, конечно же, можно, но надо покупать шайбы с минимальным диаметром отверстия. Вот так приварили, лишнее отрезали. Вот так, и с обратной стороны хорошо обвариваем. Так, заклепки на месте. Смотрится с ними намного лучше, чем без них. Сейчас погрунтую, затем покрою черной матовой эмалью. Вот так аккуратно наносим патину. Хорошо растираем и втираем. Так. Так, дровница готова. Ничего сложного нет. Дровницы хорошо украшают. Так же, как дополнительно к набору каминному. Дровница с каминным набором смотрится еще лучше, еще интересней. Изготовление такого каминного набора я уже показывал. В конце видео будет ссылочка, перейдя по которой вы сможете посмотреть это видео. Изготовление такого каминного набора несложно, не занимает много времени. В конце видео будут ссылочки и на другие видео, в которых я изготавливаю различные декоративные изделия. Можете также посмотреть, может что-то вам будет и интересно.
Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропустите следующее видео. До новых встреч, пока.